Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку актуального курса валют в Google таблицы. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать актуальный курс валют в другие системы. Например, в Google таблицах вы сможете получать данные про курс валют и никогда не пропустите его изменений. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных «Курс валют». Теперь необходимо выбрать действие «Получить текущий курс». Для системы «Курс валют» доступ не предусмотрен, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать источник курса, а также точность округления. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные курса валют банков, которые отметили галочкой в настройках. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных «Курс валют» успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. На этом этапе вам необходимо указать действие «Добавить строку». Теперь необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. В этом окне нужно указать логин и пароль личного кабинета Google. Далее необходимо предоставить все разрешения Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать файл и лист, на который будут добавляться данные про текущий курс валют. Теперь вы видите колонки Google таблицы. Если у вас в первой строке прописано название колонки, то оно отобразится напротив каждой из них в скобках. Для того, чтобы добавить переменные о курсе валют в колонку, необходимо кликнуть в нее и выбрать переменные из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые колонки заполнены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в вашу Google таблицу при каждом автообновлении связи. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets». После успешной отправки переходим в Google таблицы и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Google таблиц успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление для того, чтобы связь работала в автоматическом режиме. Далее переходим в настройки связи и выбираем интервал обновления. Для удобства вы можете выбрать интервал обновления 12 часов или 1 день, для того, чтобы получать данные 2 раза в день или 1 раз в день соответственно. Также вы можете выбрать интервал обновления по расписанию и добавить необходимое время, в которое вы хотите получать данные о текущем курсе валют. Например, в 9 часов утра и в 2 часа дня. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!